Зеленый, желтый, белый, красный, черный. 100 салфеток. Смачиваем немножко лист. Ну, можно не смачивать. Такая разминка. Берем белую красочку и сразу немножко желтой. И вот так вот где-то вот здесь отчеркиваем, что же, как же это слово правильно выговаривать. И кверху вот так вот растираем. Пусть к низу будет немножко пожелтее, а кверху вот так вот все больше белилок, и все это вот так вот плавным переходиком поднимаемся наверх, делаем рассвет, я так думаю. Какое-то очень яркое солнечное свечение. Ну, можно вот так до верха с водичкой дойти. Верх нам сильно не важен, там будут деревья, листья. А вот здесь внизу нам нужно вот так вот. Вы знаете, я хочу такую шалость желтой с капелюшечкой. Красного вот здесь внизу чуть-чуть оранжевенький. Только это должен быть такой мизер. Если у вас есть готовый оранжевый, можете взять чуточку оранжевого. И прям вот совсем немножечко, так сказать, усилить наш желтый. И плавный переход от оранжевого к желтому к белому. Вот такая вот должна быть история. Если вдруг у вас что-то здесь не получилось, и какое-то оно все однотонное, берете внизу больше желтенького, вверху больше беленького, вымыли кисть, вытерли и между ними потерли. Получается плавный переход. Это готово. Я кисть не вытираю, потому что все цвета родственные, которые тут есть. Я сейчас сразу себе сделаю землю. Вот тут вот внизу я беру столько желтого, на второй уголочек своей плоской кисти вот столько зеленого. И внизу закрашиваю желто-зеленым. Немножко поднимаюсь налево, и получается у меня вот такой вот салатовая такая подложка для моей будущей земли. Чуть-чуть можно с водой. Так вот. Угу. Готово. Теперь кое-где вот здесь вот вверху своей травы я максимально желтенький делаю. Даже плавный такой переход может получиться. Сильно четко нам не обязательно. И вот так вот желтенько. Вот так вот. И даже немножечко сразу вот на желтенький еще и беленького. Я очень хочу засветить вот это место в своем будущем лесу. Вот такие вот фоновые подложки у нас должны быть в начале. После этого кисть я вымываю. И сейчас буду заниматься сразу деревьями, далеко не уходя от этой истории. Тонкая кисть. Ну, такая вот у меня средняя. Тонкая мне сильно не нужно. Это у меня 4. Мы берем с вами черную краску. Переносим к центру. Я хочу, чтобы она была не просто черная, а немножко коричневая. Поэтому вот сюда еще красный, сюда еще капелька зеленого. И сюда еще вот где-то столько желтого. Смешиваю вот это все. Получаю что-то уже не черное, но и не коричневое, но очень темное. Темный коричневый цвет. Прям сходу. Можете смешать с готовым коричневым. Можете просто черным пользоваться при желании. Но мне хочется такой вот не совсем черный. Теперь часть этого цвета я переношу вот так отдельно. Очень аккуратно этой же кистью не моя. Я с краешку подбираю беленький, смешиваю и получаю такой вот доходяжный цвет, вообще невнятный, такой нечеткий. И вот этим вот очень доходяжненьким цветом, светлым таким, к нему еще немножко желтинки, чтобы вдалеке он у меня там был теплый такой, доходяжный, тепловатый. Видно же вам, да? Я этим цветом, вот видите, вот они такие, вот этим более теплым цветом я вот тут вдалеке делаю очень тоненькие вот такие вот будущие деревья. Несколько неровные, постарайтесь сделать вот здесь в центре вообще парочку очень тонких. Можете взять для этого тоненькую кисть, я уже вот этой постараюсь, чтобы не пачкаться так пару раз. Можете немножечко с водичкой, тогда кисть будет рисовать тоньше. И без лишней краски. Вот когда вы размешали краску, вымойте, вытрите так тоненько на кончике. Вот можно любую тонкость показать. Я сделаю этот цвет еще белее. И парочку совсем таких вот тут вот в центре. Совсем светлячков добавлю. Теперь я беру более насыщенный цвет, вот этот, который у меня был. К нему еще немножко коричневенького. Видите, у меня растяжка начинает получаться. Еще немножко желтенького. Пусть там вдалеке все равно будет теплее. Но уже насыщеннее. Кое-где вот здесь я рисую ближе к краям. Возможно, какое-то вот это превращу в центре потолще. Какое-то вот там вот дерево. Разные толщины. Видите, я постепенно их утолщаю и спускаю ниже. Чем толще дерево, тем оно ниже вот здесь вот на траве. Чем тоньше, тем выше там вдалеке.
Еще темнее делаю цвет предыдущий, вот плавненький переход между этим цветом и вот этим, получаю более темный. И на переднем плане я уже прорисовываю вот такое дерево, вот такое вот дерево. Потоньше, это будет толстое, просто не поместилось полностью. Чуть-чуть водички, чтобы мне проще это все происходило. Да, так вот к низу деревья расширяю немножко, кверху они потоньше, к низу потолще, все как в природе. Вот. Неровные, да, специально я там не выравниваю их. Вот, и как-то вот сюда вот какое-то такое деревце. Видите, все темнее и темнее, да, у меня получилась какая-то растяжка. Какое-то все-таки вот сюда с краю я хочу завести. Оно зайдет прямо на то дерево, это будет выглядывать. То есть как они растут. Я начала с дальних деревьев и плавненько выхожу на самый вперед. Вот это будет самое ближнее мое дерево. Перекрывать вот это и даже немножко вот это дерево. Вымываю кисть. И еще кое-где добавлю самых светлых. Вот в начале, мне кажется, их теперь у меня совсем мало. Вот так белый, еще желтый, еще более светлый цвет. Возвращаюсь к самому истоку, да. Теплых, очень светлых и очень тонких. Для этого вытираю кисть. Можно даже не мыть, а просто вытереть. И вот там вот совсем каких-то таких почти невидимых, потому что их там светом очень засветило. Мы их не видим. Они там такие вот где-то там. Мы создаем общую массу леса вот таким вот образом. Где-то там еще вдалеке выглядывало деревце. Снова возвращаюсь к средним. Некоторые те, которые у меня были тонкими, я теперь превращу в средние. То есть они средние и по цвету, по толщине, может быть даже по высоте. Вот эти вот у меня станут средними. Вот теперь у меня диапазон деревьев есть. Теперь что я делаю? То есть как нанести деревья? Еще разочек повторюсь, да? Вначале вы делаете очень тоненькие, светленькие и более желтые, как птенчики, да, маленькие. Чем ближе к себе, тем они ниже на траве, тем они толще и темнее и выше. И вот таким образом мы передаем перспективу. То есть что-то ближе, а что-то дальше. А теперь смотрите, вот этими своими светлыми оттеночками я сразу по вот этой стороне деревьев, по краям их, да, вот там у меня где-то солнце, значит по краям деревьев от солнышка во все стороны будут светлые мазки. Вот этим светлым бежиком, самым светлым своим цветом, я потираю свои деревья по вот этому краю внутреннему, да, изнутри. Не с краев картины, а изнутри картины. Вот. Если закончилось что-то светленькое, я еще туда беленького, может быть желтенького. И вот так по самому краю максимально стараюсь подсветить свои деревья. Именно по краешку, неравномерными такими мазочками. Собственно, по всех деревьев это касается, какой-то максимальный свет. Ну, кроме тех самых доходяжненьких, дальних, они уже и так светлые. Вот. То есть в основном мы работаем над вот этими вот крупными деревьями. Да? Вытираем. И у меня есть максимально темный цвет, который я в чистом виде еще не использовала. И вот с краев картины максимально темным я добавляю на деревья вот такие же мазочки пятнами, чтобы был эффект коры, да, такой. Неравномерно их поглаживаю, а специально вот такими вот шкряп, 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 шкряп. Буквально там 3-4 вот самых передних дерева, самых насыщенных, самых четких. Над ними мы прорабатываем вот эту светотень. С этой стороны темнее, а изнутри светлее. Вот. И все равно они мне недостаточно светлые, поэтому я беру прямо белый с бежиком. И вот тут вот по краю вот так вот белым, 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 белым. Прям вот так очень аккуратненько, уже не так явно, да, как бежем, я не так смело, чтобы этот белый не белым остался, а так где-то растворился с предыдущим бежем и еще больше его осветлил. И вот так вот разбиваю. Все, подсветили мы наши деревья, вот теперь-то на них есть засвет. Идем дальше. Дальше, смотрите, этим же белым я все-таки вот еще вот эти деревья подсвечу. Вот так. Да нет, что ж такое? Еще вот эти. В общем, все, что у вас есть темное, кроме самых дальних,
Вот так надо подсветить теперь со стороны, откуда светит солнышко. А солнышко вот так из центра распространяется на них на все. Значит, с этой стороны, а здесь с этой стороны. Так, ну что, вот так у нас уже похоже на лесочек, да, только пока без зелени. Я все-таки возьму тонкую кисть. И тонкой кистью, смотрите, вот таким средним коричневым цветом. А что с тобой случилось, бедняжечка? Я добавлю кое-где тонких веток. Вот так в стороны, смотрите, вот так вот. Чтобы у меня была какая-то масса леса. Уже веток, именно веток. Раз. Это, кстати, не обязательно, если вы планируете нанести много зелени. Возможно, все эти ветки я закрашу, но я подстрахуюсь, потому что, а вдруг у меня будут пробелы, и там будут только пеньки, да, такие длинные пеньки. То есть я сразу задам вот здесь такую вот лесную историю. Ветки в стороны растут. Все как полагается. Теперь средним бежиком каких-то на вот этих вот дальних. Да, вот так вытяну их вверх. Добавлю на некоторые веточки, которых видно. Вот, и уже как бы не так грустно, скучно. Вот там вдалеке, может быть, какие-то, конечно, тоненькие могут на тоненьких проглядывать. Только постараться тоненькими их сделать. Вот это уже какая-то лесная история, уже не так одиноко. Ну и дальше зелень. Зелень, смотрите, мы начнем с вами с того, что нанесем. Но в этот раз мы начнем со светлого. То есть мы берем вот такую щетинистую кисть, ей очень удобно будет. Берем вот сюда желтый, капельку к нему зеленого, получаем такой очень салатовый. И этим салатовым цветом, кончиком щетинистой кисти, без грамма воды, вот так издалека, по нижней части деревьев, нахлопывая, мы начинаем оставлять какие-то... Вот так снизу легонечко, да, поэтому начните не с самого низа, а где-то с середины, а когда краска с кисти снимется, чуть-чуть приспуститесь вниз. И вот легонечко, вот так вот можете немножечко кистью покручивать, да, чтобы они не были такие вот ровные, а чуть-чуть разбивались в таких разных направлениях. Вот так вот полупрозрачно мы наносим первый слой зеленушки. И, в принципе, вот сюда наверх более насыщенно и уверенно уже поднимаемся. Ничего не выдумываем, просто отдельными мазками набиваем вот этот вот салатовый сочный весенний цвет. Или такой просто засвеченный. Вот, кверху у меня салатовый закончился, я просто желтый набираю. И вот кверху прямо чуть ли не желтеньким. Да, вот давайте просто желтеньким. Специально мы сейчас сюда вернемся еще с зеленым, но у нас уже будет хорошая, уверенная желтая подложка. Вот, и я прямо еще раз желтеньким. Вот такими набиваю. Видите, я не растираю, я просто временами кручу кисть, но ничего не тру. Я набиваю вот так вот желтенькие листики. Видите, от желтого прям вообще почти салатовый, там где-то вдалеке получается. А если я еще возьму и беленький, и вот так вот немножко растолку на палитре то, что было на кисти желтое с вот этим беленьким, и очень аккуратненько пройдусь этой кистью по нижним, вот тем вот дальним своим желтоватым веткам, то я еще больше осветлю и уведу их в туман, в такую дымку, да, белый придает такую пастель, и я уведу их немножечко в туман. Так, ну что, это моя дальняя подложка. Дальше я начинаю брать свой зеленый, и для игры цвета я его смешаю с вот этим коричневым немножечко, не совсем, а со средним таким коричневым, туда еще немножко желтиночки. И получу просто не совсем чистый зеленый. Этот у меня такой очень чистый, очень правильный, изумрудный. Я всегда его чем-то пачкаю, для того, чтобы он был живым. И вот таким зеленым уже средним я возьму и начну уже чуть-чуть выше и более крупными вот такими вот набивашками. Отдельными. Очень важно, чтобы это не было подряд. Отдельно они существуют, отдельно друг от друга. Могу развернуть кисть кое-где бочком уже. И добавить каких-то таких вот еще. Вот чем ниже, тем более легкие мазочки я добавляю. Чем выше, тем серьезнее, массивнее. И попозже даже темнее. Самый низ я уже не задевала. Видите, он самый светлый. Я чуть-чуть выше начала. И вот уже этим почти до верха дохожу. Могу этот желтый засвет там вверху не трогать.
сильно ровные линии. Если видите какие-то, что вот видно, что проштамповали, чуть-чуть уголком кисти вот так разбейте, чтобы она была. Это можно делать и губкой на самом деле. Губка тоже рыхленая, будет оставлять такой эффект. Если нету кисти такой, попробуйте губкой. Только сначала вот на чем-то, на каком-то листе тренировочном. И теперь я беру зеленый с черным смешиваю. Но только черного, знаете, ребятки, чуть-чуть. Я так смело взяла. Забыла вам сказать. Его действительно нужно чуть-чуть, потому что он очень уж быстро делает все, как ему нужно. Черный захватывает любую краску. И поверху, по самому, я начинаю теперь, видите, сверху. В самом верху у меня вот такую я делаю темноту, но только я стараюсь, чтобы желтый местами все-таки остался. Да? Видите, все листики, все веточки перекрылись. Их можно было не делать. Ну, а вдруг вот где-то бы проглянулись, да? Там, конечно, можно постараться их оставить, но я себя знаю. Я всегда такое заклацаю до... Хорошо, что хоть деревья еще выглядывают, и то это пока. Вот, и вниз я уже спускаюсь такими темными отдельными пятнами, очень небрежно. Очень нежно, небрежно само собой, это святое у нас, вот, но очень нежно и легонечко, чтобы он не был тут такой яркий. Какая-то такая неявная тень, темнота появляется вот там. Этим же цветом я внизу сразу вот так вот по форме травы, можно нахлопать, но пусть это отличается немножко, лучше снизу наверх, конечно, вот такими вот мазочками, темной травой. Мы делаем такую вот чащу снизу, начинаем. Так вот снизу и наверх. Вымываю кисточку. И видите, остался единственный фокус. Это мои неприкрытые деревья вдалеке. Поэтому этой же кистью, вот у меня салатовый есть, я туда еще желтенького, чуть-чуть, совсем зелененького, совсем немножечко. И вот этим вот зелено-желтым я хлопаю вот там вдалеке, вот так очень легонько, и оставляю какую-то травку. Видите, на переднем плане у меня чаще. Вообще лучше, конечно, начать было с вот этой вот салатовой истории, да, нежный, а потом начать чаще. Но у меня просто на кисти уже был черный, и я решила его не вымывая сразу здесь вытереть. Вот, мы и так справимся. Вот так вот очень. И чем дальше, тем нежнее, нежнее, буквально какие-то совсем-совсем. То есть это задача прикрыть низы деревьев, да, спрятать их в траву, в какие-то мха, в какую-то лесную зелень. Вот, и этой же кистью совсем немножко беленького, даже так схлопываю его об палитру. И вот так вот беленьким. Так вот. Нахлопываю. Это может и дать эффект каких-то лесных цветов белых, да, каких-то ромашечек, чего-то там такого. Ну и, конечно же, за свет, там очень светло. Вот, можно еще и активнее желтого, будет еще и очень солнечно. Вот там вот вдалеке. И немножко, кстати, вот на эту свою чащу, нет, мы все правильно сделали, на эту свою чащу я теперь совсем немножко салатовым, не белым, ребят, не белым, впереди не белым, а именно салатовым, чем-то желтым могу, да. Вот так вот похлопаю, и у меня получится нормальная такая непроходная вообще зелень. Вот, видите, по темному фону. Ну и этим же салатовым, посмотрите, я все-таки немножечко вот где-то по деревьям прогуляюсь. Когда у меня уже такая основная масса сделана, мне хочется в ней чуть-чуточку жизни какой-то такой светлой. Поэтому снизу я вот кое-где еще, даже вплоть до того, что чисто желтенький возьму и в непросохшую краску местами подбиваю, и она так облагородит всю эту историю. Уже не просто полосками, да, а какими-то такими вот, покручу вот так кисточку. Она у меня на прогулку выйдет, вот так погуляется. Вот она такая ля-ля-ля-ля-ля, в охоте за бабочками. Ну вот, и вот так вот. Главное, опять, не сделать однотонность. Весь секрет наших рисований вне однотонности. То есть, смотрите, светлое внизу очень темное, вверху очень светлое. Здесь внизу светленько, вверху очень темно. И это мы сохраняем. И неоднотонность мазочка. Вот желтый с белым сейчас беру. И вот сейчас неоднотонность мазочков. Это вот так вот кисточкой кое-где
Даже могу беленький к своему салату. У меня просто уже не осталось ничего. Можно добавить, конечно. Я думаю, надо ли. Вот. И кое-где вот так вот. Вплоть до беленького, который вместе с желтеньким дадут нам вот такую вот очень солнечную историю. Особенно вот здесь в центре, чтобы сквозь листики что-то светилось. И там у нас был день такой, да, и было так солнечно и ярко. Вот где-то что-то просвечивается между деревьев. Уже не по самой темноте. Ну вот какую-то такую расщелину светлую я делаю, да, как Млечный Путь в космосе. Кстати, нам нужно космос нарисовать. И желтым цветом все-таки немножечко добавлю. Так, открывайся. Вот, кое-где еще и желтиночки такой. Так, чтобы тут было. Видите, я стараюсь оставлять грубые, резкие мазочки, не однотонные. Где-то желтое пятно, где-то белое, где-то зеленое. И все вместе эти пятна дают вот такую очень, как бы такую объемную историю. Секрет именно вот в сочетании этих пятен. Это может быть просто мазня однотонная зеленая, это будет неинтересно. Однотонная мазня у нас только вот на том небе и на деревьях. Слишком много, как мне лично кажется, зелени, но зато такой очень зеленый лес. Я, конечно, хотела чуть-чуть веточек оставить. Можно попробовать их вернуть. Вот так вот взять. Что-то черноватое, вплоть до черного. И местами вот просунуть вот так вот веточку какую-то, проглянуть ее. Нехорошее какое-то слово, просунуть, а вот чтобы она проглянулась. Вот местами так, ой, выглянул ствол, ой, веточка. Местами, ой, ствол, ой, веточка. И вот в таком вот духе. Вот здесь у нас какие-то могут ветки просто пройти. Там какой-то мокрый ствол на переднем плане. Вот так вот. Да, немножечко я верну веток. Если вы будете молодцами и вначале их оставите, то вам не придется делать эту двойную работу. Я знаю, что те, кто рисует, любят растягивать удовольствие. И по завершению работы еще много чего с ней поделать. Видите, я так темненьким еще больше, все-таки чуть ли не черным, действительно подтемняю деревья по вот той их теневой части с краев. Ну что ж, ну, как-то так уже может быть. Захотелось тут тропинку провести такую. Ну, все, видео уже все равно пошло на 25 минут. Вот таким бежиком, смотрите, я просто возьму и протяну такую солнечную тропиночку туда вперед. Да, сейчас я прям белым гуляю. Вот так, беленьким туда прошлась. На какой-то темнотой, вот здесь у дорожки, притемнила травку зелененькой темнотой, да? Так, очень аккуратненько. Все, и теперь в этот лесочек хочется сходить. Мне так захотелось в такой зеленый лес, я прямо услышала, как там поют птицы, честно. Вот так. Желаю вам, друзья, чтобы в вашей жизни было побольше природы и почаще. Не только выезд на шашлык, а вот прям почаще. Она очень заряжает нас с вами. Нас с вами творческих особенно. Я чуть притемню, а то она вся такая однотонная. Где-то я ее перекрою. А там где-то она опять вернется. Просто подтемняю по краям травку. Вначале по насыщеннее вдалеке. Уже.